Есть одна планета в Солнечной системе, которая убивает все, что к ней прикасается. Она уничтожила каждый космический аппарат, который когда-либо садился на ее поверхность. Советский зонд Венера-7, первый в истории человечества аппарат, совершивший мягкую посадку на другую планету, передавал данные 23 минуты, потом замолчал навсегда. Венера-9 продержалась 53 минуты. Венера-13 – рекордсмен 127 минут. 2 часа и 7 минут. Это максимум, который смог вытерпеть аппарат, спроектированный специально для этих условий, защищенный титановым корпусом, рассчитанный на запредельные нагрузки. 2 часа и тишина навсегда. Эту планету мы назвали в честь богини любви и красоты. Венера. Самый яркий объект на ночном небе после Солнца и Луны. Утренняя звезда, которой восхищались поэты. Планета, которую фантасты 20 века воображали тропическим раем с джунглями, океанами и дождями. Они ошиблись настолько чудовищно, что это было бы смешно, если бы не было так страшно, потому что под облаками Венеры скрывается не рай. Там скрывается самое точное воплощение ада, которое способна создать физика. И сегодня мы расскажем не просто о том, какие там условия. Это было бы слишком просто, слишком скучно. Мы расскажем о том, что произошло, о катастрофе, которой нет аналогов ни на одном другом известном нам теле в космосе, о событии, при котором целая планета целиком от полюса до полюса вывернулась наизнанку, утопила собственную поверхность в океане расплавленной породы, стерла собственную историю и начала все с нуля. Но это еще не самое страшное. Самое страшное – это 3 вещи, которые мы выясним по ходу этой истории. Первое. Когда-то Венера была почти точной копией Земли с океанами, с дождями, возможно, с жизнью. Второе. То, что превратило ее в ад, это не случайность, не катастрофа, не столкновение с астероидом. Это физика. Обычная, нормальная, предсказуемая физика, которая работает одинаково на любой каменной планете. И третье, чего некоторые планетологи плохо спят по ночам, эта же физика уже начала работать на Земле. Медленно, тихо, незаметно, но неотвратимо. Часы уже тикают. А теперь давайте по порядку. Потому что прежде чем понять, что случилось с Венерой, нужно прочувствовать, не прочитать, не проглядеть, а именно прочувствовать, в каких условиях сегодня существует наша ближайшая космическая соседка. Ведь цифры, которые я произнесу, звучат как параметры из плохого научно-фантастического романа, но они абсолютно документированно измеренно реальны. За каждой из них стоят данные десятков космических аппаратов, которые заплатили за эту информацию собственным существованием. Давление на поверхности Венеры составляет 92 земных атмосферы. Давайте остановимся на этом числе, потому что человеческий мозг не приспособлен осмысливать его интуитивно. Прямо сейчас, пока вы слушаете эти слова, на вас давит 1 атмосфера. Вес столба воздуха от ваших плеч до верхнего края атмосферы – это примерно 1 килограмм на каждый квадратный сантиметр вашей кожи. Вы этого не чувствуете, потому что родились в этом давлении. Ваше тело к нему адаптировано, ваши клетки под него настроены. Теперь умножьте это на 92. 92 килограмма на каждый квадратный сантиметр. Это эквивалент погружения на глубину 900 метров под воду. Ни одна боевая подводная лодка, когда-либо спущенная на воду любой страной мира, не рассчитана на такую глубину. Рабочая глубина самых продвинутых субмарин – 300-400 метров, предельная – 600. На 900 метрах корпус из закаленной стали толщиной в несколько сантиметров будет смят, скручен и раздавлен, как алюминиевая банка в кулаке. А на Венере такое давление не на дне океана, оно на поверхности, на уровне моря, которого нет. Оно повсюду, всегда без исключений. И это только начало. Атмосфера Венеры на 96,5% состоит из углекислого газа. На Земле углекислый газ – это следовой элемент процента атмосферы. На Венере он практически вся атмосфера. И при давлении в 92 атмосферы и температуре, о которой мы поговорим через минуту, этот углекислый газ делает нечто, чему нет аналога в нашем повседневном опыте.
Он переходит в так называемое сверхкритическое состояние. Чтобы вы поняли, что это значит, нужно на секунду забыть школьный учебник. В школе нам объясняют, что вещество бывает твердым, жидким или газообразным. 3 агрегатных состояния – лед, вода, пар. Просто, понятно, удобно, но физика сложнее, чем школьные учебники. При определенном сочетании давления и температуры, выше так называемой критической точки, граница между жидкостью и газом просто исчезает. Вещество становится чем-то третьим. Оно плотное, как жидкость, но способно заполнять пространство, как газ. Оно обволакивает предметы, оно давит, оно течет, но не плещется. Это не воздух, в котором можно дышать. Это не вода, в которой можно плыть. Это среда, для описания которой в обычном языке нет подходящего слова. Вязкая, плотная, горячая, удушающая субстанция, которая заполняет все пространство от поверхности планеты на десятки километров вверх. Ходить по поверхности Венеры было бы не как ходить по суше и не как плавать в океане. Это было бы как пробираться сквозь раскаленный кисель, если бы вы могли выжить, конечно. Чего вы не можете, потому что температура на поверхности Венеры стабильна, постоянно, без малейших колебаний между днем и ночью, без сезонных перепадов, плюс 460 градусов по Цельсию. 460 градусов – это температура, при которой плавится свинец, металл, из которого делают грузила для рыбалки. Он становится жидким, течет, как вода. Цинк плавится. Олово плавится. Если бы вы поставили на поверхность Венеры свинцовую статуэтку, она бы медленно осела, потеряла форму и превратилась в блестящую серебристую лужу. Прямо у вас на глазах. Металл, который на Земле кажется тяжелым и незыблемым, на Венере – жидкость. Вот что значит 460 градусов. И вот что по-настоящему поразительно. Меркурий, первая планета от Солнца, находится почти вдвое ближе к нашей звезде, чем Венера. Он получает в 6 с лишним раз больше солнечной энергии, и при этом на его поверхности холоднее. Максимальная температура на солнечной стороне Меркурия – около 430 градусов, на Венере – 460. Планета, которая дальше от Солнца, горячее, чем та, что ближе. Это парадокс, который разрушает наивное представление о том, что температура планеты определяется просто расстоянием до звезды. Но мы еще вернемся к этому парадоксу, потому что именно он – ключ ко всей истории. Именно он объясняет, почему Венера стала тем, чем стала, и почему это должно волновать каждого из нас. А пока еще 2 факта, которые превращают портрет Венеры из просто пугающего в откровенно сюрреалистический. Факт 1. Венера вращается задом наперед. Почти все планеты Солнечной системы вращаются вокруг своей оси в одном направлении, против часовой стрелки, если смотреть с Северного полюса. Это наследие вращения того газопылевого облака, из которого сформировалась вся Солнечная система. Но Венера – исключение. Она крутится по часовой стрелке в обратную сторону. Солнце на Венере встает на западе и садится на востоке. Почему, мы до сих пор не знаем наверняка. Одна из гипотез предполагает чудовищное столкновение в ранней истории Солнечной системы, удар такой силы, что он развернул целую планету. Другая, что приливное взаимодействие атмосферы с поверхностью постепенно затормозило и опрокинуло вращение. Истина, вероятно, где-то между ними, но результат очевиден. Время на Венере течет не так, как на любой другой планете. И вот почему. Один оборот вокруг своей оси, один венерианский день, занимает 243 земных дня. А полный оборот вокруг Солнца, венерианский год, всего 225 земных дней. Прочитайте это еще раз, если нужно. День на Венере длиннее года. Планета успевает облететь вокруг своей звезды быстрее, чем совершает один полный оборот вокруг собственной оси. Понятия «утро», «полдень», «вечер» там не имеют никакого привычного смысла. Время сломано, сжато, перевернуто, как и сама планета. Факт 2, и он, пожалуй, самый жуткий в плане ощущений. Суперротация атмосферы. Планета, как мы выяснили,
вращается мучительно медленно. Один оборот за 243 дня, но ее атмосфера нет. Плотнейшая газовая оболочка Венеры несется вокруг планеты с бешеной скоростью. Она совершает полный оборот за 4 земных дня. 4. Атмосфера движется в 60 раз быстрее, чем поверхность, над которой она летит. Это как если бы поверхность Земли стояла неподвижно, а воздух над ней дул со скоростью непрекращающегося вечного глобального урагана. На Венере этот ураган не аномалия, не природное бедствие. Это норма. Это состояние по умолчанию. Ветер на Венере никогда не стихал и никогда не стихнет. И что самое раздражающее для физиков, мы не понимаем, почему. Суперротация атмосферы Венеры – одна из величайших нерешенных загадок планетологии. Мы не знаем, какой механизм разгоняет этот ветер. Мы не знаем, откуда берется энергия для его поддержания. Компьютерные модели воспроизводят суперротацию лишь частично, и каждая из них требует допущений, которые не удается подтвердить наблюдениями. Венера не просто убивает, она еще и насмехается над нашим пониманием физики. Вот в таких условиях существует ближайшая к нам планета земной группы. 92 атмосферы давления, 460 градусов, сверхкритический углекислый газ, облака из серной кислоты, обратное вращение, вечный ураган. Это декорации. Это сцена, на которой произошло нечто куда более пугающее, потому что все эти адские параметры – это следствие, симптомы болезни. А саму болезнь мы пока не обсуждали, и чтобы добраться до нее, нам нужно заглянуть под облака, что мы и сделали в 1990 году, когда к Венере прибыл аппарат, который впервые показал нам лицо этой планеты. И то, что он увидел, перевернуло все, что мы думали о геологии. В августе 1990 года на орбиту Венеры вышел космический аппарат НАСА «Магеллан». Он нес на борту радар с синтезированной апертурой, инструмент, способный просвечивать непроницаемые облака серной кислоты и строить детальную трехмерную карту поверхности. Это было подобно тому, как врач делает УЗИ. Мы не могли увидеть Венеру глазами, но мы могли увидеть ее форму, ее рельеф и ее кости. 4 года Магеллан кружил над Венерой виток за витком, прочесывая планету полосами радарных импульсов. Он покрыл 98% поверхности. Данные передавались на Землю, обрабатывались, сшивались в единую мозаику. И когда эта мозаика была наконец собрана, когда ученые впервые увидели полную карту поверхности Венеры в лабораториях лаборатории реактивного движения в Пасадене, штат Калифорния, наступила особая тишина. Это была тишина людей, которые ожидали увидеть одно и увидели нечто совершенно иное. Каждая каменная планета, каждый спутник, каждый крупный астероид в Солнечной системе, лишенный механизма обновления поверхности, покрыт кратерами. Это фундаментальный закон планетологии. Космос, агрессивная среда, метеориты, кометы, осколки астероидов. Все это непрерывно бомбардирует каждое тело, лишенное защиты. Луна покрыта кратерами. Их сотни тысяч. От микроскопических до гигантских бассейнов диаметром в 1000 километров. Меркурий покрыт кратерами, Марс покрыт кратерами. Даже ледяные спутники Юпитера и Сатурна несут на себе следы ударов. Чем древняя поверхность, тем больше на ней шрамов. Это простая арифметика, больше времени, больше попаданий. Если вашей поверхности 4,5 миллиарда лет, на ней должны быть десятки тысяч кратеров, а если считать мелкие – сотни тысяч. Венере 4,5 миллиарда лет. Она достаточно велика и массивна, чтобы притягивать крупные объекты. Да, ее атмосфера сжигает мелкие метеориты, но крупные, километровые, пробиваются сквозь любую атмосферу. За 4,5 миллиарда лет таких прорывов должно было быть очень-очень много. Магеллан нашел около 1000 кратеров на всю планету. 1000 на площади 460 миллионов квадратных километров. Чтобы вы прочувствовали масштаб нехватки, на Луне, которая в 12 раз меньше по площади, кратеров сотни тысяч. Даже если учесть, что атмосфера Венеры фильтрует мелкие импакторы, 1000 кратеров – это пугающе, необъяснимо, вызывающе мало.
Но главный шок был не в количестве. Главный шок был в распределении. Когда планетологи нанесли все обнаруженные кратеры на карту, они увидели картину, которая загнала их в интеллектуальный тупик. Кратеры были разбросаны по поверхности абсолютно равномерно, случайно, хаотически, без малейшей закономерности. Ни одного скопления, ни одной зоны, где кратеров больше, ни одного участка, где их явно меньше. Статистический анализ показал, что это распределение неотличимо от математически случайного, как если бы кто-то рассыпал горсть монет по идеально ровному столу. Почему это важно? Потому что на любой нормальной планете кратеры распределены неравномерно. На Луне есть древние материки, покрытые шрамами, и более молодые моря, заполненные застывшей лавой с меньшим количеством кратеров. На Марсе одно полушарие древнее другого, и это видно по плотности кратеров. Неравномерность распределения кратеров – это летопись, это геологическая хронология. Она говорит, вот здесь поверхность старая, вот здесь обновлялась. А равномерное распределение говорит только одну вещь – вся поверхность имеет одинаковый возраст. Вся целиком, от полюса до полюса, от горных хребтов до равнин. Все одного возраста. Когда ученые провели расчеты, сопоставили количество кратеров с известным потоком метеоритов в окрестностях Венеры, ответ получился четким и однозначным. Возраст поверхности Венеры от 300 до 500 миллионов лет. Не 4,5 миллиарда, не миллиарды, 300-500 миллионов. Это значило, что примерно 500 миллионов лет назад плюс-минус что-то стерло всю предыдущую поверхность Венеры полностью, тотально, без единого исключения. Каждый кратер, каждая гора, каждый каньон, каждый след каждого процесса, который происходил на этой планете 4 миллиарда лет, все было уничтожено, переплавлено, заменено новой чистой корой, на которой с тех пор успела накопиться лишь жалкая 1000 свежих ударных шрамов. Представьте книгу в 4500 страниц. Вы открываете ее и обнаруживаете, что первые 4100 страниц вырваны, не истерты, не выцвели, вырваны с мясом, с корешком. Их нет. И на их месте ничего, никакой информации, только последние 400 страниц, написанных ровным, аккуратным почерком на совершенно чистой бумаге. 4 миллиарда лет истории исчезли, и что-то написало новую главу поверх пепелища. Что способно стереть лицо целой планеты? Что за событие обладает масштабом, достаточным для того, чтобы уничтожить и переписать 460 миллионов квадратных километров каменной поверхности одновременно, целиком, без остатка? Ответ на этот вопрос приведет нас к явлению, которому нет аналогов в земной геологии, процессу настолько катастрофическому, что планетологи дали ему название, которое звучит как медицинский диагноз «планетарный инфаркт». Но чтобы понять инфаркт, сначала нужно понять, как работает здоровое тело, как устроена нормальная планета, как Земля, наша Земля, справляется с проблемой, которая убила Венеру. Каменные планеты, горячие внутри. Это не метафора, не приближение, не поэтический образ. Ядро Земли раскалено до температуры 6000 градусов по Цельсию. Это сопоставимо с температурой поверхности Солнца. Мантия, толстый слой породы между ядром и корой, горяча настолько, что камень в ней, хоть и остается формально твердым, ведет себя как невероятно вязкая жидкость. Он течет медленно, сантиметр в год, но течет. Гигантские конвективные потоки, как в кастрюле с нагреваемой водой, поднимают горячую породу вверх к поверхности и опускают остывшую обратно вниз. Это называется мантийная конвекция, и она – двигатель всей геологии нашей планеты. Откуда берется этот жар? Два источника. Первый – остаточное тепло с момента формирования Земли 4,5 миллиарда лет назад, когда планета собиралась из пыли и обломков, каждый удар, каждое столкновение нагревало ее. Часть этого тепла она не растеряла до сих пор. Настолько хорошо горячая порода держит температуру. Второй источник – главный радиоактивный распад. В толще мантии и коры рассеяны атомы урана-238, тория-232, калия-40. Эти изотопы нестабильны. Они медленно на протяжении миллиардов лет распадаются, и при каждом акте распада выделяется крошечная порция тепла. Крошечная, если речь об одном атоме, но атомов триллионы триллионов.
И в сумме они генерируют столько тепла, что Земля до сих пор раскалена изнутри, как печь. Эту энергию нужно куда-то девать. И на Земле решение найдено. Элегантное, сложное, работающее уже миллиарды лет. Наша кора, верхний, самый жесткий слой планеты, разбита на 1,5 десятка тектонических плит. Огромные каменные фрагменты, каждый размером с континент или даже больше, которые плавают на вязкой мантии, как льдина на воде, и они движутся медленно, 2-3 см в год, может быть 5, скорость, с которой растут ваши ногти, но этого достаточно. В зонах срединно-океанических хребтов, это подводные горные цепи, протянувшиеся по дну всех океанов, горячая мантия поднимается к поверхности, прорывается сквозь кору и застывает, образуя новую породу. Плиты раздвигаются. В зонах субдукции это глубоководные желоба у берегов континентов, старая, холодная, тяжелая кора подныривает под соседнюю плиту и погружается обратно в мантию, где расплавляется. Замкнутый цикл, конвейер. Планетарная система терморегуляции. Жар из недр выходит наружу через вулканы, через горячие источники, через разломы, через тепловой поток со дна океана. Медленно, контролируемо, непрерывно. Земля дышит. Она выпускает жар порциями, регулярно, не давая ему накопиться до опасных значений. Это похоже на скороварку с работающим клапаном. Пар выходит понемногу, давление внутри остается безопасным, крышка держится. А теперь забудьте про Землю, забудьте про работающий клапан, забудьте про тектонику плит, потому что на Венере ничего этого нет. Данные Магеллана не обнаружили ни одного признака тектоники плит, ни срединных хребтов, расталкивающих кору, ни зон субдукции, поглощающих старую литосферу, ни цепочек островных дуг, возникающих над ныряющей плитой, ни четких протяженных границ между отдельными фрагментами коры. Ничего. Поверхность Венеры – это один сплошной монолитный непрерывный каменный щит. Одна гигантская плита, покрывающая всю планету без швов, без трещин, без предохранительных клапанов. В планетологии это называется режим застойной крышки. Стегенрнтлит. Термин звучит почти академически скучно. Застойная крышка. Как будто речь идет о чем-то безобидном. Но давайте переведем его на человеческий язык. Застойная крышка – это непроницаемый каменный саркофаг, намертво запечатывающий раскаленные недра планеты. Это глухая, неподвижная, монолитная стена между внутренним жаром и внешним пространством. Стена, через которую этот жар не может пройти. И жар копится. 10 миллионов лет, и мантия чуть горячая. 50 миллионов, еще горячая. 100 миллионов, 200, 300. Радиоактивный распад не останавливается ни на секунду. Уран, торий, калий продолжают распадаться, выделяя тепло. На Земле это тепло уходит через тектонику. На Венере ему некуда деваться. Оно заперто, накапливается. Мантия раскаляется все сильнее. Породы под корой становятся все более текучими, все более подвижными. Конвективные потоки упираются в непроницаемый потолок и не могут прорваться. Давление растет, температура растет, напряжение в коре нарастают. Венера – это скороварка, у которой заварили клапан. И давление внутри только вверх. Только вверх. На протяжении сотен миллионов лет. Только вверх. Что происходит со скороваркой, у которой заварили клапан? Вы знаете ответ. Она взрывается. Ведущая гипотеза планетологии для объяснения молодой поверхности Венеры называется катастрофическим обновлением поверхности. Я хочу, чтобы вы по-настоящему физически представили себе то, что описывает эта гипотеза, потому что масштаб этого события выходит за рамки всего, что мы привыкли считать катастрофой. Когда внутренний жар, копившийся сотни миллионов лет, достигает критической точки, кора Венеры начинает терять прочность. Ни в одном месте, ни точечно, ни как вулкан, который прорывается через слабое место в земной коре. Нет, вся кора, вся целиком, одновременно по всей планете размягчается. 460 миллионов квадратных километров каменного панциря трескаются и тонут. Снизу поднимается мантия. Расплавленная порода, магма,
заливает все. Это не поток лавы, струящийся по склону вулкана. Это глобальный океан расплавленного камня, покрывающий всю планету, каждую гору, каждую равнину, каждый каньон, каждый кратер. Все, что было на поверхности Венеры, 4 миллиарда лет геологической истории, все записи, все следы, все свидетельства, поглощено раскаленным потопом, переплавлено, растворено, исчезло. Венера выворачивает свои внутренности наружу. То, что было глубоко внутри, становится поверхностью. То, что было поверхностью, тонет, плавится, перестает существовать. Планета совершает акт тотального самоуничтожения и самопересотворения одновременно. Она не просто меняет кожу, она сжигает старое тело и выращивает новое из собственной плоти. А потом магматический океан остывает медленно, за миллионы лет, но остывает. Порода кристаллизуется, застывает, формирует новую кору, чистую, гладкую, без единого следа прошлого. Счетчик кратеров на нуле. Геологические часы перезапущены, и начинается новый цикл. Новая крышка, новая застойная крышка, новые сотни миллионов лет тихого невидимого накопления жара. Новый обратный отсчет. Ученые предполагают, что Венера пережила этот процесс не один раз, не два. Возможно, она проходит через глобальное расплавление циклически, примерно каждые 400-600 миллионов лет. Это ритм, пульс. Венера – не мертвая планета. Она бомба с часовым механизмом, которая регулярно взрывается, собирает себя заново из обломков и начинает новый обратный отсчет к следующему взрыву, каждый раз уничтожая все, что успело появиться на ее поверхности за предыдущий цикл. Некоторые исследователи считают, что процесс не был единовременным хлопком, а растягивался на десятки, возможно, на сотни миллионов лет. Эпоха чудовищной, глобальной, непрекращающейся вулканической активности, когда вся планета представляла собой один непрерывный вулкан. Но итог одинаков. Старая поверхность уничтожена полностью. Новая создана с нуля, без наследства, без памяти, без прошлого. Планетарный инфаркт. Когда кровь, внутренний жар, не может циркулировать нормально, потому что сосуды, тектонические разломы заблокированы, давление растет до тех пор, пока систему не разрывает изнутри. Земля – это организм с работающей кровеносной системой. Венера – это организм, у которого все артерии закупорены. И каждые полмиллиарда лет – обширный инфаркт. Но вот вопрос, который должен буравить вам мозг прямо сейчас. Если Венера и Земля – близнецы, если они родились из одного материала, в одну эпоху, рядом друг с другом, если у обеих горячие недра, если обе генерируют внутренний жар через радиоактивный распад, тогда почему? Почему у Земли есть тектоника плит, а у Венеры нет? Почему земная кора разбита на подвижные фрагменты, а венерианская монолитна? Что пошло не так? Что сломалось? Или, что еще страшнее, что было потеряно? Если вы задаете себе этот вопрос, значит, вы думаете в правильном направлении, потому что ответ на него – это сердцевина всей этой истории. И ответ начинается не с геологии, не с физики мантии, не с механики плит. Он начинается с воды. Если вам интересно заглядывать в самые темные уголки планетарной науки вместе с нами, подпишитесь на канал. То, что мы сейчас обсуждаем, это только механика катастрофы. Мы разобрали, что произошло и как, но почему именно Венера, а не Земля, превратилась в ад. Это история, которая имеет прямое, непосредственное, жуткое отношение к планете, на которой вы сидите прямо сейчас. И мы переходим к ней. Последние 20 лет компьютерное моделирование климата ранней Солнечной системы совершило тихую, почти незаметную для широкой публики революцию. Революцию, которая заставила планетологов полностью пересмотреть историю Венеры и увидеть в ней не вечный ад, а потерянный рай. Модели показывают следующее. Я прошу вас вслушаться, потому что это, возможно, самый трагический научный факт, который я когда-либо произносил. Первые 1,5–2 миллиарда лет своего существования Венера, вероятнее всего, была пригодна для жизни. Не в каком-то экстремальном, маргинальном смысле, не бактерии в кислоте, а пригодна, нормально, полноценно, широко, с океанами жидкой воды,
с умеренной температурой, с дождями, с реками, с побережьями, с облаками из водяного пара, а не из серной кислоты. Венера была второй Землей. Как это возможно? Ведь Венера ближе к Солнцу. Здесь и вступает в игру ключевой фактор, который меняет все. Молодое Солнце. Звезды – не статические объекты, они меняются. Наше Солнце 4,5 миллиарда лет назад было примерно на 25–30% тусклее, чем сейчас. Это прямое следствие физики термоядерного синтеза. По мере того, как водород в ядре звезды превращается в гелий, ядро становится плотнее, температура в нем повышается, реакции идут интенсивнее и светимость растет. Это неуклонный, предсказуемый, неостановимый процесс. Каждый миллиард лет Солнце становится примерно на 10% ярче. 4 миллиарда лет назад при тусклом Солнце Венера, несмотря на то, что она ближе к звезде, чем Земля, получала вполне комфортное количество энергии. Не больше, чем Земля получает сейчас, может быть, даже чуть меньше. Этого было достаточно, чтобы удерживать воду в жидком состоянии на поверхности. Модели показывают, что при определенных конфигурациях атмосферы, облачный покров, отражающий часть солнечного света обратно в космос, океаны на Венере могли существовать стабильно 2 миллиарда лет, может быть, даже дольше. 2 миллиарда лет. Давайте поместим это в контекст. Жизнь на Земле появилась менее чем через миллиард лет после формирования планеты, возможно, значительно раньше. Есть спорные свидетельства возникновения жизни уже через 500 миллионов лет. За 2 миллиарда лет на Земле жизнь не просто зародилась, она освоила фотосинтез, научилась использовать солнечный свет для производства энергии. Она начала менять состав атмосферы, насыщая ее кислородом. Она сделала первые шаги к сложности, к многоклеточности, к будущему разнообразию форм. Если условия на ранней Венере были хотя бы приблизительно схожи с земными, а модели говорят, что жизнь могла возникнуть и там. 2 миллиарда лет – колоссальный срок, более чем достаточный для возникновения первых клеток, для развития метаболизма, для экспериментов эволюции. Мы никогда не узнаем, была ли на Венере жизнь. Все следы стерты, переплавлены, залиты магмой, но сама возможность, сама вероятность леденит кровь, потому что если жизнь там была, она была уничтожена полностью. И вот как это произошло. Солнце медленно, неумолимо, в соответствии с неизбежной физикой термоядерного горения, становилось ярче. Поколение за поколением фотонов, чуть больше энергии, чуть больше тепла, чуть больше ультрафиолета. И в какой-то момент, мы не знаем точно, когда, оценки варьируются от 1,5 до 2,5 миллиарда лет назад, Венера пересекла невидимую границу, тонкую, неощутимую линию в пространстве, которую планетологи называют внутренним краем обитаемой зоны. Это граница, за которой звезда дает планете слишком много энергии для того, чтобы вода оставалась на поверхности. За этой границей запускается каскад. Чуть больше солнечной энергии, температура на поверхности поднимается на градус, может быть, на 2. Океаны чуть теплее, испарение усиливается. В атмосферу попадает больше водяного пара. А вот теперь внимание, потому что здесь начинается ловушка. Водяной пар – это парниковый газ. Мощнейший парниковый газ. Он прозрачен для видимого солнечного света. Лучи солнца проходят сквозь него и нагревают поверхность. Но он не прозрачен для инфракрасного излучения, теплового излучения, которое поверхность испускает обратно в космос. Водяной пар ловит это тепло, как одеяло, накинутое на планету. Под одеялом теплее, больше испарения, больше пара в атмосфере, более толстое одеяло, еще теплее, еще больше испарения. Это называется убегающий парниковый эффект. Ранруэй-Гринхаус-эффект. Положительная обратная связь, в которой каждый шаг усиливает причину следующего. Каждая молекула водяного пара, попавшая в атмосферу, делает планету чуть теплее, что испаряет еще немного воды, что добавляет еще немного пара, что делает планету еще теплее. Процесс раскручивается, набирает обороты, выходит из-под контроля. Когда он достигает критической скорости, его невозможно остановить ничем, никакими силами. Это не пожар, который можно потушить. Это физика, которая сильнее любого вмешательства.
Океаны выкипели все целиком. Ни за день, ни за год, за геологически короткий промежуток, за десятки или сотни миллионов лет. По меркам космоса мгновенно. Вся вода на планете перешла в газообразное состояние и поднялась в атмосферу. Сотни, может быть, тысячи метров глубины Мирового океана превратились в столб раскаленного пара, давящего на поверхность. А дальше финальный удар. Водяной пар, поднявшийся в верхнюю атмосферу, попал под жесткое ультрафиолетовое излучение Солнца и был разрушен. Фотоны ультрафиолета разбили молекулы воды HO на составляющие кислород и водород. Легкий водород, самый легкий элемент во Вселенной, поднялся в верхние слои атмосферы и был сорван солнечным ветром, унесен в космос навсегда. У Венеры нет достаточно сильного магнитного поля, чтобы защитить атмосферу от потока заряженных частиц, летящих от Солнца, и водород ускользнул. Вода была уничтожена не просто как вещество на поверхности. Она была уничтожена на атомном уровне, расщеплена и рассеяна в межпланетном пространстве. Это не засуха, после которой можно ждать дождя. Это необратимая потеря. Водород, который составлял 2/3 каждой молекулы воды, ушел из системы. Вернуть его невозможно. И вот тут, вот прямо здесь, в этой точке повествования, произошло то, что запечатало судьбу Венеры навечно. Потому что вода на планете – это не только море и реки, не только среда для жизни, не только ресурс. Вода – это смазка. И в этом слове ключ ко всему. На Земле тектоника плит работает и работает уже миллиарды лет, потому что в породах мантии коры присутствует вода. Не в виде подземных озер или рек, нет, в виде отдельных молекул, встроенных в кристаллическую структуру минералов. Гидроксильные группы, связанные с атомами кремния и алюминия. Эта структурная вода невидима. Ее нельзя выжать, но она радикально меняет механические свойства породы. Она снижает вязкость, она снижает температуру плавления, она делает камень буквально физически более скользким. Благодаря ей тектонические плиты могут скользить друг относительно друга, подныривать, раздвигаться, двигаться. Без воды в породах мантии трение возрастает катастрофически. Камень становится жестким, негнущимся, неподвижным. Когда океаны Венеры выкипели, вода начала исчезать не только с поверхности. Она постепенно на протяжении сотен миллионов лет исчезала и из недр. Без океанов, без субдукции, процесса, который на Земле затягивает влажную поверхностную породу обратно в мантию, не было механизма пополнения запасов структурной воды в глубинных породах. Мантия высыхала, обезвоживалась и становилась все более жесткой, все более неподвижной. Тектонические плиты, если они когда-то существовали на Венере, заклинило намертво, окончательно, бесповоротно. Кора спаялась в единый монолитный панцирь. Крышка захлопнулась, клапан заварился. И внутренний жар, тот самый жар от распада урана, тория, калия, который генерируется в недрах каждой каменной планеты, оказался в ловушке без выхода, без предохранителя, без надежды. Вот так замкнулся круг. Вот так рай превратился в ад. Солнце стало ярче. Океаны выкипели, вода ушла, мантия обезводилась, тектоника остановилась, кора застыла, жар заперся, и через несколько сотен миллионов лет – инфаркт. Планета вывернулась наизнанку, а потом новая крышка, новое копление жара, новый инфаркт. Цикл, из которого нет выхода. Приговор, который нельзя обжаловать. И каждое звено этой цепочки – не случайность, не невезение, не уникальная венерианская аномалия. Каждое звено – это физика, термодинамика, астрофизика. Набор законов, которые работают одинаково везде, на любой каменной планете, возле любой звезды, в любой галактике, включая нашу. Вот здесь, прямо здесь, история Венеры перестает быть историей другой планеты и становится историей о нас. Венера не экзотический объект на окраине Солнечной системы. Она наша ближайшая соседка, наш космический близнец, рожденный из того же газопылевого облака в ту же эпоху, из практически того же набора элементов. Тот же размер. Венера лишь на 5% меньше Земли в диаметре. Та же масса – 82% земной. Та же плотность, тот же каменистый состав.
Если бы вы взвесили обе планеты, не глядя на их поверхность, вы бы с трудом отличили одну от другой. Это не просто похожие планеты, это планеты-сестры, практически идентичные при рождении. И единственное, что развело их судьбы, это расстояние от Солнца. Земля – 150 миллионов километров, Венера – 108. Разница – 42 миллиона километров. По космическим меркам – ничто. Пыль. Погрешность округления в масштабах галактики, но этого хватило. Земля оказалась чуть дальше и осталась в обитаемой зоне. Венера оказалась чуть ближе и была приговорена. Но расстояние от Солнца – величина постоянная. Орбита Земли не меняется, орбита Венеры тоже. А вот яркость Солнца меняется, и она меняется только в одну сторону – вверх. Наше Солнце продолжает нагреваться, каждый миллиард лет примерно на 10% ярче. Это не прогноз, не гипотеза, не сценарий, который может не сбыться. Это прямое, неизбежное, неотменяемое следствие термоядерных реакций в ядре звезды, подтвержденное десятилетиями наблюдений, моделированием и сравнением с другими звездами того же типа и возраста. Солнце будет становиться ярче. Оно не может не становиться ярче. Это вписано в физику его существования так же неизбежно, как старение вписано в биологию нашего тела. Через примерно 1 миллиард лет, может быть 1,5, Земля окажется в той же энергетической ситуации, в которой Венера оказалась 2 миллиарда лет назад. Количество солнечной энергии, падающей на квадратный метр земной поверхности, достигнет того порога, за которым начинается каскад. Того самого порога, который Венера пересекла и из-за которого потеряла все. Океаны начнут нагреваться, испарение усилится. Водяной пар наполнит атмосферу, парниковый эффект разгонится, и тогда медленно, неуклонно по тем же самым физическим уравнениям, которые мы только что разобрали, Земля начнет повторять путь Венеры. Вода испарится, водород будет сорван солнечным ветром. У Земли есть магнитное поле, но оно лишь замедлит процесс, не остановит. Океаны исчезнут, мантия обезводится, тектоника плит остановится, кора спаяется в монолитный панцирь, внутренний жар окажется в ловушке. И через несколько сотен миллионов лет после этого Земля переживет свой первый инфаркт. Кора размягчится, расколется, утонет в магме. Все, что было на поверхности, каждый город, каждый континент, каждый океанический бассейн, каждое ископаемое, каждый след каждой цивилизации будет залито расплавленной породой и переплавлено. Земля вывернется наизнанку, как Венера, по тому же сценарию, по тем же законам. Миллиард лет. Звучит как вечность, но давайте поместим это в контекст, потому что контекст все меняет. Жизнь на Земле существует около 4 миллиардов лет. Сложная многоклеточная жизнь – 600 миллионов лет. Динозавры доминировали на планете 165 миллионов лет, и они вымерли 66 миллионов лет назад. Человечеству в его нынешнем виде 300 тысяч лет. Цивилизации – 10 тысяч. Мы – мгновение на шкале планетарного времени. Вспышка, искра. Но миллиард лет – это не бесконечность. Это не никогда. Это конкретный, отмеренный конечный срок, такой же реальный, как срок гарантии на бытовую технику, только измеренный в эпохах. И этот срок короче, чем время, в течение которого жизнь уже существует на Земле. Жизнь прожила 4 миллиарда лет, и ей осталось миллиард. Если ничего не изменится, а физику звезд изменить невозможно, часы тикают, и они не остановятся. То, что мы видим на Венере сегодня, это не чужая трагедия, это генеральная репетиция, предпоказ нашего собственного финала. Венера прошла этот путь первой и показывает, чем он заканчивается, раскаленной, стерильной, давящей пустыней, которая раз в полмиллиарда лет тонет в собственных внутренностях и каждый раз теряет все. Но прежде чем мы закончим, а заканчивать мы будем не точкой, а вопросами, потому что эта история далека от завершения, есть несколько вещей, которые висят в воздухе. Несколько вопросов, на которые у человечества пока нет ответов, и каждый из них тяжелее предыдущего. Была ли на Венере жизнь? 2 миллиарда лет, пригодных для обитания условий, это больше, чем понадобилось жизни, чтобы зародиться на Земле.
Если условия были схожими, а модели говорят, что были биохимические процессы, ведущие к самоорганизации материи, могли запуститься и там. Простейшие клетки, метаболизм, возможно, фотосинтез, возможно, что-то более сложное. 2 миллиарда лет – это невероятный срок для эволюции. Мы никогда не узнаем ответ наверняка, потому что Венера не оставляет свидетелей. Ее инфаркты стирают все. Каждые 500 миллионов лет – полное форматирование. Если жизнь была, она похоронена под сотнями километров застывшей магмы. Недосягаемо, непознаваемо, потеряно. Второй вопрос. Жива ли Венера сейчас геологически? Последние годы принесли тревожные свидетельства. Повторный анализ данных Магеллана с помощью современных алгоритмов обработки изображений обнаружил изменения в нескольких областях поверхности. Изменения, которые наиболее естественно объясняются свежими лавовыми потоками. В 2023 году были опубликованы данные, указывающие на активный вулканизм в районе гор Маат, одного из крупнейших вулканических образований Венеры. Жерло, судя по всему, менялось между двумя радарными проходами Магеллана, а это означает, что извержение произошло непосредственно в период наблюдений. Если Венера вулканически активна прямо сейчас, если жар продолжает прорываться сквозь трещины, это может означать две вещи. Либо давление уже настолько велико, что кора начинает сдавать, либо мы наблюдаем ранние симптомы следующего инфаркта. Таймер тикает, и он может быть ближе к нулю, чем нам хотелось бы думать. Третий вопрос. К Венере готовятся миссии нового поколения. Veritas – орбитальный аппарат НАСА с радаром нового поколения, который создаст карту поверхности с беспрецедентным разрешением и сможет засечь активный вулканизм в реальном времени. Да Винчи – зонд НАСА, который впервые за 4 десятилетия войдет в атмосферу Венеры, измерит ее химический состав по пути вниз и сделает снимки поверхности с высоким разрешением. Envision – миссия Европейского космического агентства, нацеленная на детальное изучение геологии и внутренней структуры планеты. Эти аппараты должны ответить на вопрос, который планетологи задают 30 лет. Что запускает глобальное расплавление? Можно ли его предсказать? Есть ли признаки приближающегося инфаркта, которые мы можем распознать? Но за всеми этими техническими вопросами стоит один главный, и он не о Венере, он о нас, о жизни, обо всей жизни. Если венерианский сценарий, убегающий парниковый эффект, потеря океанов, остановка тектоники, глобальное расплавление, неизбежен для любой каменной планеты в любой звездной системе, чья звезда с возрастом становится ярче. А все звезды главной последовательности с возрастом становятся ярче. Означает ли это, что обитаемость любого мира, конечно? Что у каждой планеты, на которой зародилась жизнь, есть встроенный таймер? И что этот таймер определяется не катастрофами, не метеоритами, не гамма-всплесками, не войнами цивилизаций, а тихим, незаметным, неумолимым старением собственной звезды? Если это так, а физика говорит, что это так, то жизнь во Вселенной может быть не просто редкой, она может быть систематически обреченной. Каждый раз, когда на каменной планете зарождается нечто живое, включается обратный отсчет, и он идет не к расцвету, а к выкипанию, к застыванию, к инфаркту. И еще один вопрос. Последний, тихий, тяжелый, как свинец на поверхности Венеры. Если 2 миллиарда лет назад на Венере была жизнь, успела ли она понять, была ли там когда-нибудь? Хотя бы на мгновение мысль, разум, осознание. Существо, которое подняло голову к небу, увидело яркую точку, Землю, и задалось вопросом, есть ли там кто-нибудь? Или жизнь на Венере была проще? Одноклеточные организмы, слепые и немые, не подозревающие о том, что их мир медленно, градус за градусом, превращается в духовку. Мы не знаем. Мы не можем знать, потому что Венера стерла все следы, каждый из них. Без исключения. Мы смотрим на Венеру и видим ад, но, возможно, правильнее видеть в ней надгробие, памятник миру, который мог быть нашим, который был живым, который был таким же, как наш, и который был убит не катастрофой, не злым роком, а обычной, нормальной, повседневной физикой звезды, которая с возрастом стала чуть ярче. Наша звезда тоже с возрастом становится ярче, прямо сейчас, пока вы слушаете эти слова, и она не остановится.